Этот город должен был исчезнуть. Его порт опустел, торговцы уехали, а время словно остановилось на несколько сотен лет. Сегодня сюда приезжают миллионы людей со всего мира, чтобы увидеть город, который случайно сохранил свое прошлое. Привет, ребята! Мы в Хояне. Считается самым таким красивым, колоритным городом Вьетнама. Большинство людей приезжают в Хоян вечером, когда загораются фонари, когда старый город наполняется туристами и становится похожим на красивую открытку. Но нам он показался не менее прекрасным ранним утром. В это время здесь еще тихо, открываются кофейни, продавцы раскладывают товар. Кто-то едет на рынок с корзинами овощей, а кто-то уже сидит на маленьком пластиковом стульчике и пьет свой первый кофе. Именно утром здесь особенно хорошо понимаешь, что Хоян не музей под открытым небом. Здесь живут люди, готовят завтрак, ведут детей в школу, спешат по своим делам. И все это происходит среди домов, которым уже несколько сотен лет. Когда-то Хоян был одним из самых важных портов Азии. Сюда приходили корабли из Китая, Японии, Индии и Европы. Здесь продавали шелк, специи, фарфор и драгоценные ткани. Город рос, богател и связывал между собой разные культуры. Но потом река начала мелеть. Большие корабли перестали сюда заходить. Торговля постепенно переместилась в Дананг. И Хоян начал засыпать. И как ни странно, именно это его и спасло. Пока другие города перестраивались, здесь почти ничего не менялось. Поэтому сегодня можно гулять по тем же улицам, по которым ходили купцы несколько веков назад. В 1999 году Хоян получил вторую жизнь. Его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор сюда снова едут люди со всего мира. Вот легендарный японский мост, который построили между китайской и японской стороной для того, чтобы укротить дракона, который живет под мостом, чтобы не было наводнений, катастроф, землетрясений. Мост, построенный в 17 веке. Ну вот пустые улицы, утром практически никого. Совершенно другой вид у города, у этих старых кварталов. Вот. Ночью столько кипиша, суеты, а утром хорошо, спокойно. Все фотографируются, ходят, разбирают свои лавки, начинают свой день. Красота! Стоит отъехать от старого города всего на несколько минут, и кажется, будто попадаешь в совсем другой мир. Исчезают старинные дома, исчезают туристы, стихают улицы. Остаются только рисовые поля, вода и ветер. Где-то вдали слышен мотор байка, кто-то работает в поле. И кажется, что время течет здесь гораздо медленнее. Трудно поверить, что совсем рядом находится один из самых популярных городов Вьетнама. Так, ну Андрюшка решил оседлать буйвола. Это, конечно, интересная идея. Неожиданная. Hi guys! Одно из развлечений во Вьетнаме — это вот на буйволе прокатиться. Нехило, да, вообще? Посмотрите. Да, такой вообще тепленький, хороший буйвол-то. Если впервые эти лодки увидеть со стороны, трудно поверить, что на них вообще можно выходить в море. Они больше похожи на огромные корзины. И на самом деле так оно и есть.
Круглые лодки давно стали одним из символов центрального Вьетнама. С ними связана любопытная история. Говорят, что во времена французского правления местные рыбаки должны были платить налог за лодку. И тогда они придумали хитрое решение. Сделали лодки в форме корзин. А корзина – это вроде бы уже и не лодка. Правда это или красивая легенда, точно никто не знает. Но эту историю здесь рассказывают уже много лет. Сегодня такие лодки используют и рыбаки, и туристы. А сами они давно стали частью местного колорита. Когда говорят о Хойяне, обычно вспоминают старый город и фонари. Но всего в нескольких километрах отсюда начинается совсем другой Хойян, с морским ветром, с широкими пляжами, с рыбацкими лодками на горизонте. Здесь нет ощущения большого курорта, нет высоких отелей вдоль всей береговой линии, нет бесконечной суеты, только шум волн, мягкий песок и люди, которые никуда не торопятся. Но все-таки вечером Хойян становится совершенно особенным. Солнце медленно опускается за крышу старого города, на реке появляются первые отражения. Людей на улицах становится все больше, и один за другим начинают загораться фонари. И именно ради этого момента многие приезжают сюда снова и снова. Сегодня сложно представить Хойян без его знаменитых фонарей, хотя на самом деле они появились здесь благодаря китайским торговцам много веков назад. Считается, что фонарь приносит удачу, благополучие и свет в дом. Сейчас их здесь тысячи. Они свисают над улицами, качаются на ветру, отражаются в воде и превращают вечерний город в декорации к какой-то старой сказке. Но, пожалуй, больше всего запоминаются не сами фонари, а атмосфера, китайские дома, японский мост, вьетнамские традиции, европейские детали. Все это удивительным образом соседствует на нескольких улицах. Очень много кожи в этом городе. Вот чемоданчик такой можно купить. 2 миллиона 6 тысяч рублей. Но, в принципе, кожа отличная. И ботинки. Заказав себе пару индивидуально, тебе ее сошьют за 2-3 дня. Помимо кожи здесь можно еще пошить индивидуально себе платье, костюм, все что угодно, тоже пара дней. Похожая история есть в Таиланде, здесь тоже есть, так что можно нарядиться с головы до ног. Очень классные изделия керамические, они такие легкие, воздушные. Настолько много продают здесь всяческих ненужных вещей, которые так хочется купить, но мы ничего не покупаем. Кремень. Да, мы кремень. Не, ну на самом деле, потому что мы уже давно вывели это правило, поняли, что все это абсолютно бессмысленно. Покупаем только то, что прям вот действительно запало в душу. И эксклюзив какой-то полный. Эксклюзив, во-первых, да. Ну и то, без чего мы не представляем в своей дальнейшей жизни. Ты гуляешь по улице и кажется, что ты попал в какую-то сказку, причем такую очень древнюю сказку. Вот. Красивые здания, красивые фонари, очень много атмосферных заведений. Вьетнам, в принципе, славится своими атмосферными кофейнями, атмосферными ресторанчиками. Но в Хойяне количество таких заведений просто зашкаливает. Здесь в каждое просто хочется заходить, каждое хочется рассматривать. Если вы в Дананге, то не приехать сюда просто грех. Буквально 40 минут, и вы уже в Хойяне, и совершенно другой вайб.
Вот такие фонарики можно запустить в реку. Андрюшка очень захотел, изъявил желание загадать желание. 50? Желание сейчас пойдет в реку. Всегда хочется верить в какое-то чудо, чтобы это чудо исполнялось. Поэтому здесь принято запускать вот такие вот прекрасные корзинки с желанием, со свечкой. Желание у нас есть. Сейчас мы его будем запускать. Столько всего, такая концентрация вьетнамских шапочек, старинных зданий. Классно. Ну, во-первых, видите, какие классные сувениры. А во-вторых, это город, это просто целая огромная такая фотостудия под открытым небом. Можно нарядиться, взять фотографа с собой и ходить тут устраивать фотосессию, что, в общем-то, тут люди и делают. Локаций просто тьма, очень красиво, атмосферно. Есть города, которые запоминаются достопримечательностями. Есть города, которые запоминаются событиями. А есть города, которые запоминаются настроением. Для нас Хойян оказался именно таким. Местом, куда приезжаешь на пару дней, а потом еще долго вспоминаешь вечерние прогулки вдоль реки и теплый свет фонарей. Подписывайтесь на наш канал. Все самое интересное впереди. Just as long and you stand by me. Are you there? So darling.